Камрады, камрадки, всем добра. Сегодня рубрика, вот ее сформулировал наконец-то. Мои любимые писатели. Один из подкастов. Сегодня интервью с Гарри Гаррисоном. Нашел его в интернете 1998 года. Единственный сложный момент, что в очень плохом качестве. Насколько возможно, я постарался убрать шумы. Немножко нормализовать видео именно в цветовой гамме. То есть я не профессионал, поэтому можно сказать, что это в какой-то степени это мое сотворчество. Самое удивительное вот в этом человеке, вот всегда понимаете вот масштаб личности человека и его произведения. Как он сказал, мы классическая американская семья. Я из Риги, жена из Подольска. Очень долго смеялся. Вот. Он знает эсперанто. Я могу сказать, что действительно его произведения я до сих пор помню. Вот особенно «Неукротимая планета», которые затронули мой внутренний мир, тоже подвели меня к определенным размышлениям. Поэтому вот увидеть в записи хотя бы этого человека, как он мыслит, что он думает, что он чувствует, это очень интересно. Да, и что он знает эсперанто, вот для меня такое огромное открытие. Поэтому всем желаю приятного просмотра, ребята, и всем хорошей недели, всем добра, побольше. Я, как всегда, говорил, с великим писателем «Великая женщина». Когда задали вопрос, насколько сложно быть писателем, женой писателем-фантаста, она ответила таким примером. У жены Черчилля спросили, насколько сложно быть женой Черчилля. Не хотите ли вы развестись? Может быть, какие-то сложности. Она сказала, развестись я с ним не хочу, но вот каждый день готова убить. И при этом нежно похлопала его по спине. Все, ребят, еще раз, всем приятного просмотра. Ну и до следующих встреч. Пока-пока. А как же сопроводилась Джоан? Кто нас будет переводить? Пиво нельзя обеспечить. Я написал слово пиво, по-русски знает, а какие слова по-русски знает? You definitely know the word пиво. What are the Russian words? Do you know? Водка. Закуска. Нужно. Класс. Все. Баба-яга. Баба-яга. Все, истощился. До свидания. Два пива. Четыре водка. Any more intelligent questions? Более интеллектуальный вопрос имеет. Который раз в Советском Союзе? Is it your first time in the Soviet Union? No, first time in Russia, second time in the Soviet Union. Второй раз в России, один раз был в Советском Союзе. But I have deep ties to Russia. My mother was born in Riga and grew up in St. Petersburg on the Nevsky Prospect. So from there. And John's mother was born in Sabrovsk. My father comes from Ireland, and her father comes from Hungary. Так, здесь очень все... American family. Американская семья очень специфическая. То есть мои родственники произошли, соответственно, из Риги. Мама выросла в Риге, потом жила в Ленинграде. У Джоанны родственники из Бобруйска. Вот такая настоящая американская семья. Да, все из России. Что из русской литературы ему известно и что повлияло, может быть? Good Russian beer.
красиво, я это знала. The second question, the third question is already talking about your Russian ancestry. What are your favorite pieces of literature? Or what books by Russian writers? Do you have any favorites? Yeah. One Russian writer I really admire, I love, is Dostoevsky. Преступление и наказание Достоевского. Преступление и наказание Достоевского. Mostly Russian music, I think. Newer, I think. Strugatsky. Oh no, Strugatsky, yeah. Oh yeah. I met in science fiction convention in Brighton, England. The very first time I corresponded, written to Boyce, and he was there with his brother, Marcus, and a very funny man, very funny. And we were standing in Brighton, just on the ocean, looking out, and he said, lovely view out there. So, of course, more important, my brother, he has never traveled very much. I've traveled. I've been to Romania. Так, ну, вы слышали «Преступление и наказание» Достоевского, и потом очень такой большой отчет о встрече с Стругацкими. Это было в Брайтоне, на побережье океана. Один из братьев Стругацких стоял и смотрел на потрясающий совершенно вид. Он сказал, какой чудесный вид. No, it's for tea. Но для меня это не столь важно, как для моего брата, второго Стругацкого, для которого это первая поездка за границу. Я был за границей, я уже был в Румынии. Now, I remember another Russian term. The science fiction fans had invited the Strugatsky brothers and paid all their and paid their rooms. They came 2 days early. They had no English money and no food. The fans forgot they couldn't eat. So I said, "Well, you hungry?" "I'm hungry." We had some fish dinner and like a bottle of white wine, and we had some steak, a bottle of red wine. And I said, "Boris, have some red wine." "No, white wine is good." I said, "White wine with fish, red wine with steak. White wine with steak, не культурный." Red wine. Так получилось, что поездку для Стругацких организовали как раз их поклонники. Потому что переезд, размещение в гостинице, об этом поклонники подумали. Поклонники подумали о том, что нужно еще и питаться. И поэтому, когда я встретилась с Борисом Стругацким, я спросила его: "Борис, а вы не голодны случайно?" В общем, что-то было заметно. Вино, бифштекс. Заказали белое вино и красное вино. И он сказал, что вот можно красное, можно белое. Вот. Он сказал, да. То есть, соответственно, нужно white wine for? White wine with fish. Да, белое вино для рыбы, красное вино для мяса, а противоположное сочетание — это очень некультурно. Он запомнил это. What is your attitude towards electronic libraries, internet and other computer systems? This question aroused big controversy. What is your opinion that Edward Meshcheritsky? Edward Meshcheritsky or Meshcheritsky? Computers. My history in computers is very, very old. I worked on computers on bomb sites and gun sites, mechanical computers with gears, gear trains. So when the first microcomputer came in, I was absolutely ready for it. And I had the first ever micro in Europe, in Ireland. I bought it in California. That was an old Z80, if you remember. Мне на самом деле уже вопрос был о вашем отношении к компьютерам, к интернету и прочим электронным системам.
Ответ такой, что моя история общения с компьютерами очень-очень длительная. То есть он даже еще в годы, это я просто добавляю от себя, поскольку я знаю, что в годы еще Отечественной войны он уже занимался на специальной школе компьютеров, то есть он очень хорошо все это знал. И на самом деле он очень хорошо был подготовлен уже к общению с компьютером, и буквально первый же микрокомпьютер, который появился вообще, это был его микрокомпьютер, который он купил, живя в Дублине из Калифорнии. What about electronic libraries? That's the end of the story. This is just the beginning. Это конец истории, а тут было начало. Now, Z80 with 1 megahertz, 16K of RAM, very old. Now I have 300 megahertz, nice Windows 95, and take your pencils ready. My email is harryrat1 AOL.com. I'll repeat it later. Саша, это вы скажите. Нет, ну вы скажите email. Если кому-то интересен адрес электронной почты, Harry, Red, стальная крыса, единица, @AOL.com. Вот вы можете взять записочку, и если вас интересует, вот, пожалуйста, просто перепишите распространение. Вопрос. Значит, в одном из романов про стальную крысу значит, есть эпизод, когда, есть эпизод, когда молодому вору объясняют, что значит, буквально если в программе, которая округляет деньги, сделать так, чтобы остатки, то есть не целые остатки, а буквально от каких-то грошей отправлять на специальный счет, таким способом можно здорово разбогатеть. Да. Ну вот, значит, хотели слухи, правда, не очень проверено, что это действительно реальный исторический факт, который потом был просто использован. Вот я хотел бы узнать, это действительно Сейчас, минуточку, это не первое. Действительно, то, что вы рассказали, это случилось в действительности. Можете вы повторить? Пожалуйста. Так, пожалуйста, погромче тогда вопрос. Значит, для аудитории. Для аудитории. Значит, я просто спросил насчет того, что вот в одном из романов про стальную крысу описывается такая хитрая афера, когда программа, обрабатывающая банковские счета, были гроша, но тем не менее получилась кругленькая сумма. В общем, об этом одно время была дискуссия, так это или нет, то есть был ли такой реальный случай. Вот мистер Гаррисон подтвердил, что да. Он это подтвердил даже до того, как ему перевели вопрос. Можно вопрос? The next question is... Мы, во-первых, хотим сказать спасибо мистеру Гаррисону от лица российских эсперантов. Многие обращаются, прочитав ваши книги, и спрашивают, где им можно изучить эсперанто. И мы хотели бы спросить в связи с этим, вы до сих пор какую-нибудь активную деятельность, связанную с эсперанто, проводите? И вообще, что у вас осталось от эсперанто? This question is you mentioned the actual because you are such a respected person in this country. Many people stop learning Esperanto because you learn Ni parolas probenege. Kiam mi skribas en Esperanto, mi skribas viverkas. Читал Эсперанто, когда узел Эсперанто имея libroj. Это на Esperanto, не переводите. Мы сейчас переведем. Li parolas en la rusa lingvo poste. Митрадукус. Li tradukas. Ankaŭ miaj libroj estas en angla lingvo, itala, germana, kaj kotopo. Kaj kiam la rusoj uzas la traduko de la angla, ili enmetas la usona adreso. Do, usono arribas 200, 300, 400 leteroj en la rusa lingvo. Yes, kaj en tiuj leteroj estas respondo jen ni el Elna ricevis vian adreson. Значит, вопрос вы слышали, ответил он так, что он действительно, все, что он сказал, показывает, что он действительно до сих пор владеет, и когда-то владел, и сейчас владеет языком эсперанто. И, значит, и его книги издаются,
ну, на многих языках. И везде, вот, если вы встречали в книгах, часто эсперанские фразы, вы поймете, что это эсперанто. Так вот, в книгах переводчики, когда издают его книги на своих языках, они указывают там в качестве для интересующих эсперанто его американский адрес. И к нему приходят письма, значит, от интересующих эсперанто на русском, английском, немецком, всяких языках. И там спрашивают, где можно им выучить эсперанто, его в Америке. Ну, по компьютерной работе из России, допустим. То есть это он буквально сотни писем, он говорит, что приводит. Ci vine volis recontingi în Moskva cu Moskva esperantistului? Не, специально aparte. Vine povod совершенно. Chiar vi povraturac. Был в России. Саша. The first question is the death row pick most of Hans where? A thing in the United States called sharecropping, where you have a character or a book that's very popular, and the author will have other writers work with him to make more books. Now, the death row books are very popular, but I don't have the time, the energy to do it right now. So what I did is I write, they call it Bible. A Bible lists all the characters, their names, and how the story works, and what other stories. And then I wrote an outline of the story, which he wrote. Вы вопрос сначала читайте, а то мне непонятно. А, вы хотите вопрос? Да, конечно. Так, как был написан роман совместно с Антом Скаланом «Возвращение в мир смерти». Ответ такой, что мы писали вместе так называемую книгу «Библия». Немного не так была история. Сначала Гарри сказал, что действительно такие вещи на Западе особенно часто случаются, когда какой-то популярный герой книги становится настолько популярным, что другие писатели предлагают написать продолжение к нему. Это, в общем, вполне нормальная практика в Америке. Вот. А «Мир и смерть», они действительно популярны во всем мире, но у Гарри нету, в общем, как бы сейчас ни желания, ни энергии продолжать эти вещи, хотя были какие-то наброски сценариев на 4-й, 5-й, 6-й и так далее. Вот. И, соответственно, для Анта Скаландиса он составил то, что называется Библией, то есть основные персонажи, как они должны себя вести. Написал определенный сценарий. Потом Антон набросал, соответственно, как бы развитие сюжета. Все это по электронной почте я передавал в Англию, Гарри корректировал. Таким образом был написан 4-й роман, сейчас уже готовится к изданию 5-й, и, в общем, в принципе, контракты подписаны еще и на 6-й. I like to travel. So if you think of the map, Mexico is connected to the United States by road. So when I first went to be a freelance writer, Joe and I, and a baby, went to Mexico. I had no money. We lived in a small town where no one spoke English. So after a year, we spoke Spanish. Then we went to Italy. England, where we speak English very well. And then we went to Italy, in a small town where no one spoke English. We taught Spanish to them, and they answered in Italian. So in 1 year, we spoke Italian. Значит, это длительная история, потому что господин Гаррисон очень много в жизни путешествовал, и на самом деле он, конечно, не лингвист, и его познание лингвистики не связано с бытовой необходимостью. Потому что, будучи еще очень молодым человеком, он приехал жить в Мексику, жить там была намного дешевле и проще. Но, к сожалению, ни единый человек в том маленьком городке, в котором они жили, не говорил по-английски. Поэтому они вынуждены были начать обучаться испанскому языку, и через год они говорили по-испански. Потом они приехали в Италию. Они пытались в Италии отвечать по-английски, по-испански, то есть говорить по-английски, по-испански. Итальянцы, естественно, с ними разговаривали на итальянском, значит, необходимо было срочно начинать обучаться итальянскому. И через год они обучились итальянскому. Да, пожалуйста. Я хотел сделать это маленькое добавление по поводу лингвистики и эсперанто. У Гарри есть такая любимая фраза
Когда его спрашивают про эсперанто, он всегда говорит, что на эсперанто я говорю как местный. For 6 weeks, and we stayed 7 years. And we lived in a small town where no one spoke English, so we spoke Danish. The nice thing about Danish is Scandinavian language. You speak Danish, you can speak Swedish and Norwegian, very much the same. And then we used to go to France a lot, so we speak in French and German, German spoken German. And then Portuguese is like bad Spanish. I mean, really, cerveza is Spanish for beer, cerveja is Portuguese for beer. It's very easy to do. So it comes out about 7, 8, or 9 languages, I think. Значит, так, в общем, сразу ответ. 7, 8, 9 языков, да? Дальше продолжается история, потому что она достаточно длительная. И таким образом мы переехали по очень сложным причинам. Первоначально намеревались 6 недель примерно провести в Дании. Получилось 7 лет вместо 6 недель. В Дании им очень понравилось, в общем, все очень была приятная жизнь. Они там задержались, но в Дании, опять же, нужно было учиться местному языку. Они выучили датский, и преимущество датского языка заключается в том, что если вы знаете датский, то уже шведский, норвежский, это вроде как не проблема, это как определенные какие-то разновидности. Потом они также переезжали в Германию, во Францию и, соответственно, изучали местные языки. Это один из методов, как вот Гарри Гаррисон говорит, методов погружения. То есть вы не прочувствуете страну, если не узнаете ее язык. And I can say 2 beers in 17 languages. Или, как я говорю, 2 пива и 17 языков. It's easy. Czechoslovakia, Poland, Russia is piva. Japan, biru. Biru, nihon, kodazai. 2 things beer, please. Короче говоря, здесь такая, это самое, здесь игра слов на самом деле, имеется в виду не совсем то. Я могу заказать пиво на 17 языках. Так, хорошо. Ну, не то, что подробно, я просто хотел, поскольку вы лучше знаете имена, Гарри сказал, что причины для соавторства могут быть самые разные, они действительно были разные в каждом конкретном случае. То есть, когда он написал «Спасательную шлюпку» с Гордоном Диксоном, это было просто случилось, потому что вот они, ну так случилось, они беседовали с Джоном Кэмпбеллом, легендарным редактором журнала «Astounding», вот, замыслили как-то все это втроем, и вот таким образом появился этот роман. Вот, то, что когда они написали «Стоунхендж», это не совсем было соавторство, потому что Леон Стоур, он профессиональный археолог, и на самом деле он, идею подал он написать настоящую реалистичную историю Стоунхенджа, но на самом деле он делал только исторические исследования, а как бы вот роман, беллетристику, художественное произведение писал сам Гаррисон. По поводу «Мира смерти» уже рассказывали. Считает ли господин Гаррисон себя коммерческим писателем? Do you consider yourself to be commercial writer? You already said that, didn't you? Yes, yes and no. Commercial art writes to stay alive. And when I gave up art and drawing and art direction, I wrote a lot of things for money, but I've never written a novel for money. I want to stay alive, so I wrote Flash Gordon comics for 10 years. I used to write confession stories, Western stories, detective. I go to one saint, Blessed Charles the Saint. But that was just making money, like writing a lorry or something. But each book I write, the book I want to write, I enjoy writing. I want to write no other book, and no one ever asks me to write it. And if I have to do something else to get the money to stay alive, I'll do it. But each book I do is for that reason I want to write that book. Значит, я хочу здесь сказать, что господин Гаррисон, помимо того, что он очень известный писатель, на самом деле у него художественное образование, он очень много занимался именно изобразительным искусством. Но когда он оставил изобразительное искусство и занимался литературной карьерой, на самом деле для того, чтобы прожить, ему, естественно, приходилось очень много сменить работы, но он никогда не писал книги по коммерческим причинам. То есть каждая книга — это как бы результат желания написать ее. Добавить, как сказал Гарри, коммерческий писатель — это, как правило, писатель, который пишет для того, чтобы выжить, для того, чтобы было что есть. Он себя таковым, в общем-то, не считает, хотя были в жизни тяжелые времена, но тем не менее, в общем, в этом нет необходимости, он любит свои книги. Он находил другие способы заработать деньги, написал то, что он хочет. The gentleman in the front row reminded me that I write all my books in English first. I
translated 2 stories, one from Italian, one from Danish, but the only other language I've written in was Esperanto. I did a story called Ninos Totoro, we are coming back to that. It was about the evil Edo, which is a bad variation of Esperanto, but other than that, it's English all the way. But I've been translating in 32 languages, so I must be doing something right. Я вообще обычно пишу на английском языке, но переводят меня уже перевели на 32 языка. Я писала на эсперанто, в основном, конечно, язык письма мой, английский, но я могу переводить и переводила, конечно, на некоторые языки. Но как бы вот все-таки родной английский. Какую роль в написании книг сыграла ваша жена? What is the role of your wife in your writing activities? For one, she keeps me alive, and for two, she shares all my bad habits. We were living in New York. I was an art director, designer, editor of a magazine. She was a dress designer. She had a very full career, and I wanted to work on a novel. We said, let's go to Mexico for a while, and that was in 1956. We never came back. So. Вы знаете, на самом деле я очень многим ей обязана, потому что она разделяет все мои вредные привычки и, в общем, очень меня поддерживает в жизни. У нее, честно говоря, была совершенно полноценная, полнокровная собственная карьера. И когда в 1956 году я сказала, для написания романа мне надо поехать в Мексику, она оставила все и поехала со мной. Я сказала, мы вернемся, мы никогда не вернулись. Вопрос из зала можно? Можно из зала. Не из записи. У меня два, а то потом опять в очередь. За что никогда не переделаю, не ругаю. Вот это короткий вопрос. The first short question is, which is your best loved baby among your novels? The one I'm going to write next. Это тот, который будет следующим. Стандартный ответ, к сожалению. Ладно, второй вопрос, он возвращение к лингвистике. Про языки, про эсперанто, все это замечательно. Я его совмещу с заходом с таким в Россию надолго по поводу Дании. Talking about Denmark, do you plan to stay for long here in Russia? No, they give you a very short visa in Russia. У вас очень визы коротенькие. I'll come back though. Ну, я вернусь. Насколько мне известно, по произведениям Гаррисона всего один фильм, «Зеленые соли». Зеленый? Ну, в переводе. Сейчас, это не вопрос еще. Я слышал, что сейчас снимается где-то в Голливуде фильм, поэтому техника там машин, да? Во-первых, на какой стадии и кто снимает, и писал ли он сценарий, ну, об этом фильме. И второй немножко вопрос. Вообще, как он к киношному относится к делу, и писал ли он пьесы просто, не киношные? Да, вот кино, дух кино. Вопросы, так. First question is, were any of your novels filmed? As far as he knows, there was only one movie, which is so green. And the second question is, I heard that there was some rumor that something is being filmed at the moment, so what is the stage? And the second question is, what is your attitude towards movie industry in general, which is a big question. And театр, да, писал ли он пьесы вообще? Был ли have you ever written any plays? Театральный. 5 questions. Да, 5 вопросов. The first one, they did a film from the book Make Room, which is in Russian literature. Фильм поставили, как вы все знаете, наверное, по книге «Подвиньтесь». It was Sonic Green, and it was very interesting. Charlton Heston, I believe, and Edward G. Robinson, and who had cancer during the family, he died right afterward. And it was a great pleasure meeting and work with them. But right now, I just came a month ago from Hollywood, and a book you all know and love, the Technicolor Time Machine, which is a Viking saga in Russian, is an option by Mel Gibson. And the screenplay has been written by someone you never heard of, Marshall Brickman, who wrote all the Woody Allen films. Now, Brickman was to direct the film. Woody Allen's going to play the second lead, and Mel Gibson the lead, and hopefully I'm totally selling this film.
То есть история такова, Гарри, вот совсем недавно, последний свежий новости, месяц как вернулся из Голливуда, и в целом можно сказать следующее. Мел Гибсон уже давно опционировал этот фильм, опцион продлялся, то есть опцион на фантастическую сагу. Вот, он собирается, его собственная компания Мела Гибсона собирается продюсировать и снимать кино. Сценарий писал Маршал Бикман, человек, который написал почти все сценарии к фильмам Вуди Аллена. Кроме того, Мел Гибсон, возможно, еще это не факт, но будет играть ведущую роль, а вторую роль в фильме будет играть опять же Вуди Аллен. Такая история. И возможно, то есть, ну, это почти на 90% съемки начнутся в октябре месяце этого года. А про театр вообще? Нет еще. Well, I've written 8 screenplays, all of them commissioned, never produced. That's the history of Hollywood. I've written a one-act play we put on various amateur groups. Next year, the Eurocon in Dortmund will be putting the play on in English. Вообще-то я на самом деле 8 сценариев написал, по-моему, ни один из сценариев так и не был в Голливуде. Вот. 8 пьес, на самом деле, но ни одна из них не была поставлена. Кстати, возвращаясь немножко к кино, это уже, ну, то есть, как бы продолжение вопроса, на самом деле, у Гарри еще акционировано несколько работ Голливудом, в частности, есть акцион на «Стальную крысу» и на 2 из его рассказов. Ну, то есть, это пока дело далекое, но, тем не менее, акционы не закрываются, и, возможно, ну, по меньшей мере, 3 фильма еще будут поставлены по его произведению в будущем. Actors, the writers, directors, producers are wonderful technicians, fantastic. And then it becomes the money. The money men, the best way I can describe it, they run the industry, and they have no taste. The best way to describe it, I was working on a film of Heavy Metal, which is something changed over. They have what they call insurance guarantee, who guarantees the picture will come in at a certain time, it's amount of money. There's one man special, a horrible man, and my producer described him as dealing with him is like getting syphilis. Понимаете, ведь киноиндустрия это такой процесс очень сложный, очень много компонентов этого процесса. То есть все замечательно, все творческие люди, это все прекрасно. Когда доходит дело до денег, сразу большие проблемы. В частности, момент, окупится ли фильм. Вот этот момент, он наибольшим образом напрягает на самом деле. Ну, 8 пьес, нет? Он говорит, что ну, о театре можно вообще 2 часа, честно говоря, говорить. Можно и А мы никуда не торопимся. Listen, we're not in a hurry. Вопрос можно задать? And what was your attitude towards Russia? And has it ever changed at all? Your attitude towards Russia, your perception? No, I think Russia, like the United States, exists aside from politics. I mean, the Russian culture is the same. The Russian writers and musicians are very important. Russian philosophers. I grew up reading them and caring about them, and thinking that the culture in America, most Americans aren't very bad, but the culture is pretty bad on top of it. And I'm hoping that we get rid of some of the rotten politicians and we get rid of our rotten politicians. Russia would have a bigger role in the world than it has now. You have to get your stuff together first. And it's very hard to go from years, 30, 40 years of development to an open culture, open economy. The economy won't make it, it'll be the attitude of the economy. Так, это такой сложный ответ. Значит, я хочу сказать, что в принципе, конечно, Россия и Америка это 2 очень культурные страны, и у России очень длинные традиции и великолепные представители философов, писателей, художников. В Америке тоже есть свои люди, которые прославились в этой отрасли. Про американцев я не могу сказать, что они такие же культурные, например, русские, может быть, есть некоторый такой напряженный момент. Но вообще я не могу сказать, что они плохие люди, они хорошие люди. Много хороших людей. И вопрос в том, чтобы вы избавились от каких-то там довольно скверных политиков, мы избавились от скверных политиков. Я думаю, что нас ждет довольно хорошее совместное будущее. Второй вопрос, the next question is your conception of the future in general, not only the role of Russia, but of future in general. Did you have any changes at all throughout your life? I'll go back one stage to the earlier question. I'm not nationalistic in any way toward any particular country, any particular language.
And thank God, Joan the same way. We've lived in 6, 7, 8 countries. We speak local language. We travel about 65 countries. And we ended up in Ireland. Now, right now, I was born in America. I've lived part of the time in England, and I have an Irish passport, which is quite international. And I speak Esperanto like a native. Ну, сложно очень. Он вернулся к прежнему вопросу, тем не менее, не о будущем в целом, а о том, что он не является националистом, потому что ему очень трудно быть националистом, имея такой образ жизни, как у него. Он родился в Америке, очень много, 25 лет, он прожил в Ирландии, у него здесь ирландский паспорт. Но вы знаете, что он жил в Дании 7 лет и так далее, и так далее. То есть он путешествовал по 65 странам, он везде учил местные языки. И у него нет никакой причины считать, что какая-то нация лучше другой. И кроме того, как он сказал, я напомнила об эсперанто, свою любимую фразу, на эсперанто я вообще как местный говорю. Слушай, Гарри, вот опять возвращаясь, каким вы видите вообще будущее человеческой цивилизации? Well, actually, it's similar to the latest question, the young lady's question. What is your opinion of the future of civilization in general? Basically, I haven't the slightest idea. Вообще, честно говоря, ни малейшего представления. I'm a writer, a science fiction writer. I read everything written in science. I try and write books about the impact of science on people, or just books that are funny and good to read. But I'm not a prophet. Never suggest I'm a prophet. I'm here. If I was a prophet, I'd be named Karl Marx and you wouldn't read my books. Because I'm Harry Harrison, you're never saying read my books. Значит, честно говоря, я не могу предсказывать будущее, это не моя профессия. Я пишу книги, я не пророк. Если бы я был пророком, мое имя было бы Карл Маркс. Вы читали мои книги, но мое имя Гарри Гаррисон, вы читаете их. Можно еще вопрос? Он еще упомянул, что ему это особенно легко, потому что среди академических кругов у него тоже очень много поклонников, их очень легко с ними сходиться, все знают, все фэны, ему очень охотно помогают. Mubarak, the language Mubarak speaking by the natives, is mostly very vulgar, insulting Latin. All the various words in Latin there. Александр, скажите про ругательные слова. Как я сказал, основная идея, например, тот язык, на котором разговаривали люди вот в этой эдемской трилогии, это, в общем, как они планировали, это должен быть такой грубый, ругательный латинский, искаженный. Вот, собственно, весь секрет. Никто не знает. Можно еще вопрос? Так, мы никогда здесь не закончим. Да. Точнее, не один, а какие вопросы? Just one question. Frankly speaking, it's not one, it's just three. Как вы относитесь к жанру фэнтези? Кому? Жанру фэнтези. What is your attitude towards genre fantasy? I don't know, maybe Alex is an English can translate it into Russian. It sucks. Насколько я понимаю, здесь достаточно людей знают достаточно английский, чтобы понять, что это такое без перевода. Хотя я даже написал 3 романа, которые сейчас Азбука публикует, в общем, тоже очень доволен успехом. Но по большому счету, это именно то, что он сказал. Да, все-таки скажите, не все знают. Нет, не все. Я не стану спешить. Fantasy, well, I say, little fantasy. Ended by even stupider agents, read by even stupider readers. В общих чертах фэнтези это литература, которая пишется очень тупыми писателями. Читается довольно тупыми читателями. You don't like fantasy? Yes. Children, yes. We have. Если у вас дети, Да.
The poor kids, they were both born in New York, but when they were, son was a year old, went to Mexico, daughter was 3 months old, went to Denmark, and they've been dragged up all around the world, and they haven't heard of it all. When they were teenage, we went back to the United States for a while, for a few years, because they are American kids, I thought they'd see American, and it worked out. The son is in research in America, our daughter lives in Europe, speaks 2 or 3 languages, married to a Dutch woman with Englishman, so they had their choice. And she became your doctor. Да, двое детей, сын и дочь. Бедные дети, к сожалению, они вынуждены участвовать в наших всех путешествиях, в младенческом возрасте уже первый ребенок. Сын. This synchronicity is their reaction to freedom. Very nice. They grew up in science fiction. Science fiction is very new in the world. It only started in 1930 or 40, probably 50s and 60s. But we lived in Denmark. They were most of the time. And we get in the car and we drive and get to a house of a science fiction writer. They thought the whole world was populated only by science fiction writers, all they do. And luckily and happily, I'm very proud to say, they like my books, they read my books, they go to conventions, and they're very supportive. And what more? Ну, во-первых, насчет да, они очень хорошо относятся к моему творчеству, они читают мои книги, они не хотели быть писателями научной фантастики. Фантастами, и мы никогда не заставляли их это делать, они выбрали свое направление в жизни. Что касается в общем их отношения к миру фантастики, да, потому что это их мир, они практически с младенчества в этом мире, как говорится, воспитывались. Они ездили на конвенты научных фантастов, они встречались исключительно в значительной степени с представителями этого мира, то есть это их родной мир. Они по-другому и не могут к нему относиться. И я очень счастлив, что они разделяют мои увлечения, им нравится мое творчество. Разрешите вопрос? Да. Мистер Гаррисон, вы служили в армии, откуда ваша книга столько сарказма по этому поводу? Why are you so sarcastic about the anti-military source? The army. One thing about the army, you hate it. I mean, everyone has been in the army, has a military book. Mine came out and Bill like the hero, which I can't speak anything good about it. It's been said that the army is a fascist state defending a democratic state. Well, it is a fascist state, but you should defend a fascist state as well. Вообще очень плохое отношение, на самом деле, к армии. С 18 лет господин Гаррисон должен был, то есть его как бы не очень спрашивали, он должен был, это просто, я знаю, с вчерашнего интервью, он должен был уже идти в армию, вне зависимости от своих убеждений, своих привязанностей. Его никто особенно не спрашивал. Он очень плохо относится к армии, как он сказал, фашистское государство. Армия — это фашистское государство, которое защищает демократическое государство. Или, опять же, фашистское другое государство. То есть это очень плохое отношение. With one exception. Одно исключение. Well, we recognize the Second World War, which is your great patriotic war. I think had to be fought. I think the Germans were such utter svinia that they had to be destroyed. Same with the Japanese, what they did in China. And with that single exception, I find no glory in war and no joy. But that one certainly had to be done. Единственное исключение, которое я делаю для вообще войн, это у нас, у русских, это называется Великая Отечественная война, а во всем остальном мире это называется Вторая мировая война. Вот этой войне, наверное, имело смысл вообще участвовать. Почему? Потому что фашисты, как господин Гаррисон использовал русское слово «свиньи», и их действительно надо было уничтожать. Вот это единственное исключение. А вообще война — это очень такая неприятная, нехорошая вещь. А можно один вопрос? Можно один вопрос?
Братья Стругацкие в одном из своих романов написали, что жизнь дает человеку 3 радости. Друга, любовь и работу. В такой последовательности. А в какой последовательности мистер Гаррисон написал бы? Друга, жену... Нет, любовь и работа. Друга, любовь, работа. Спасибо. Вопрос был, значит, братья Стругацкие упомянули, что в своем романе, что у человека жизнь дает 3 радости. Друга, любовь и работу. Какое отношение к господину Гаррисону? Какой последовательность? The Strugatsky brothers mentioned in their novel that a man is given 3 joys in life in that succession. That is friend, love, and work. Which is your succession? Do you agree with this? Stop! They're right, they're right. Они правы. Он согласен на это последовательность. No, but what? What level? What comes first? Любовь прежде всего. Можно вопрос? Верит ли он в Бога? Если в какого? И отношения научной фантастика и это сложно этот вопрос. Do you believe in God? And what is the sort of relationship between God, religion, and science fiction? I believe in love. Он верит в любовь. Любовь это Бог. As far as God goes, they're very important. Not only is there nobody home upstairs, there's no upstairs. Люди считают, что Бог это где-то там, на самом деле он вовсе не там. А где? If you're not an atheist, you're not thinking hard about life, because it's all written out in the ground, not in the Bible. It's written out in history of archaeology and paleontology. And like, if you wish to believe in your God, it's your God. I don't have to believe that. And the thing I have most against religion, it takes people, so if you believe in my God, you know, I'll kill you. У него очень такое отношение, что никто не должен навязывать свои какие-то религиозные воззрения. То есть я не верю в Бога, никто меня не может заставить поверить в какого-то Бога. Если вы верите в своего Бога, то ради Бога это. Это ваше решение. Спросите, пожалуйста, отношение мистера Гаррисона к коммунизму как к идее. Communism as an idea, conception. I love it. May I say, you mulch up at me. You must remember that I'm prematurely old. Я его очень люблю, коммунизм. Я, к сожалению, преждевременно состарился. In the 1970s, when I was growing up, it was during the Depression, and capitalism had failed utterly. It was going down all around the world. The capitalists were wrong, did everything wrong. Just like the British did wrong in Ireland during the famine, where they wouldn't allow them food for very complicated religious reasons. And the only hope in the United States was intellectuals. Anybody who thought about the problem was the Communist Party. But everybody I knew in New York, all the intellectuals, the writers, artists, were some branch of the Communist Party. But they ended the war. After the war, McCarthy, they whacked all the communists out, of course. But it was the only hope at one point, as it was here, was in the United States. Господин Гаррисон уже не первый раз вспоминает о том, что на самом деле самые лучшие люди в США в свое время, в время Великой депрессии, 30-е годы, 1930-е годы, они принадлежали коммунистической партии. Великая депрессия было очень скверное время для Европы, для Америки. В общем-то, все совершенно, как говорится, летело в никуда. И это было очень тяжко, и на самом деле очень важно было найти людей, которые хоть чего-то могут генерировать. И как раз в это время очень-очень выдающиеся интеллектуальные люди присоединились к коммунистической партии. Кстати, мы говорили только сегодня об этом, не только в Америке, но и в Европе. Мы говорили об Италии, мы говорили о Франции. То есть в то время это действительно было что-то очень важное. You must face the fact, you're facing it right now, that capitalism has no idea what it's doing. There's no intelligence behind it. There's no motivation other than greed. So capitalism fell apart in the 30s and 40s. It was saved by World War.
all of a sudden you can make tanks and guns, everyone was working, let's have a war on. That's a very stupid answer to the world's problems. И на самом деле, в общем-то, если бы не произошла Вторая мировая война, боюсь, что социализм был бы очень все скверно, потому что все развалилось на кусочки, и вот когда началась Вторая мировая война, это практически спасло социализм, потому что они начали производить военное оборудование, танки, самолеты, и сразу как-то это стимулировало промышленность, и все потихонечку начало подниматься. А в принципе, все было очень глупо, и почему я не очень люблю капитализм, мягко выражаясь, потому что за ним нет никакой идеи. Там нет мозгов, там нет на самом деле какого-то интеллектуальной подоплеки такой. Можно вопрос еще один? У меня опять лингвистический. Будет ли Гарри Гаррисон просить, требовать, я не знаю, или, так сказать, ждать обратного перевода романа со Скаландиса на английский язык, соответственно? Ну нет, Саш, пусть... Нет. Да. No, he means to expect it. Нет. I haven't read the book today. It's very hard to translate for a world market out of other languages than English. Believe it or not, for some reason, King's James science fiction is written by Americans and Britons, not by foreigners and women. Сложный такой ответ. Он процитировал Кингслеймиса, который в свое время сказал, что фантастика пишется американцами и британцами. Нет, иностранцами и не женщинами. Что такое это определение? На самом деле он сказал нет, но это не совсем точно. Дело в том, что американский рынок сложный. Это мы пока еще не планировали, но в Лондоне, когда во время ярмарки я с ним встречался, он мне дал доверенность на ведение переговоров с Чехословакией, вернее, Чехией, Словакией, Болгарией, Польшей, Венгрией, то есть восточноевропейскими странами, то есть движение этих продолжений к миру смерти на Запад начнется вот с Восточной Европы. Так, какие книги на будущее планируете? I'm right now involved in a trilogy which will take me into the 21st century. The first book will be published in Russia this year, next year, a few months. I guess I'm involved in Что касается последней трилогии, на которой Гарри сейчас работает, первая книга уже опубликована в Америке и Великобритании, называется она, условное название «Звезды и полосы навсегда». Это, так сказать, альтернативная американская история, права купленные издательством «Эксмо». И сейчас ведется работа над переводом, и, насколько я понимаю, осенью он будет. There are two more books to come. It'll be about 3 or 4 years. В продолжении этого романа будут написаны еще 2 тома, но на это потребуется, может быть, года 3, может быть, 4. Можно пару слов о концепции? Please, a few words about the conception of this story. Of the new trilogy? Of this story. По-русски? Please tell a few words about the conception of that story. Нет. Последнего романа. Oh, yes. Well, it's a very political book. If you read... the book of mine called Transatlantic Tunnel Hurrah, which is published in Russian. Гарри начал говорить о книге, которая на русском была названа «Да здравствует трансатлантический туннель Ура», если я правильно помню. In that book, the American Revolution failed, and George Washington was shot as a traitor.
we have the world today. The English run everything. Now, in the new trilogy, the American Civil War gets involved with the English, and they have the Americans running everything. So they think they do anyway, you know. Я прошу прощения, прослушал конец, но он начал рассказывать как бы сюжетную линию романа. Там, так сказать, изменения в американской истории, когда Джорджа Вашингтона расстреляли как предателя, и как результат вот мир, который получили. В той трилогии, где он работает сейчас, там тоже изменена судьба, как раз на вот, переломном для истории Америки моменте, то есть война за независимость и гражданская война. Но как бы больше я опять же ему посоветовал не рассказывать, ждите книгу. Thank you. Гарри спросил меня, думаю ли я, что понравится ли эта книга российским читателям. Честно говоря, у меня были определенные опасения, потому что когда я проглядывал эту книгу, то есть она слишком сильно замешана на американской истории. Но, учитывая популярность Гарри Гаррисона, я, в общем, даже не сомневаюсь, что это тоже будет популярно. Если будет хороший перевод, мы прочтем. Вопрос к жене господина Гаррисона. Трудно ли быть женой писателя-фантаста? No, it's impossible. Все понятно, да? I'd like to quote what Mrs. Charlton Heston said when asked, would she ever consider divorcing her husband? She said, oh no, divorce never. Murder. It's the same here. Mrs. Charlton Heston. Charlton Heston's wife. Winston Churchill. Yeah. And Churchill. Yeah. Charlton Heston. Когда у жены Черчилля спросили, как вы живете с своим мужем, она сказала отвратительно. А вы думаете о том, чтобы с ним развестись? Нет, я думаю о том, чтобы его убить. Тут та же самая история. Your special corpse from the red, stainless steel red, is it CIA in the future? Вопрос такой. Ваш спецкорпус из книги «Стальная крыса» — это ли не ЦРУ в будущем? It's a stupid idea. A big special corps that runs on top of everything else. And if you look at it, they don't do very well. They have a lot of money to plastic, and they don't accomplish very much, you know. It's apolitical in the sense it's not the CIA, it's not the KGB, it's a superpower that's not very important. Это система державы, на самом деле, но они не очень преуспевают, надо сказать. Если вы внимательно читали книжку, у них не очень хорошо все получается, они ничего не добились, и это ничего такого, это не ЦРУ, не КГБ. И вообще идеи там они очень разумны. Вопросы из записки. Возможно ли на страницах какой-нибудь новой книги встреча двух героев, Джима Дегриза и Ясона Динальда? И Билла еще туда. В коротком рассказе они уже встретились. Того, к сожалению, и название рассказа. Book called Isaac Asimov's Friends. Друг Айзека Азимова. They all wrote the story in his world. And I wrote the 4 laws of robotics, the 5th law, and Jim DeGrees. I don't thinking that the same as the rest. То есть, как Гарри сказал, они уже встречались в одном из рассказов, который входил в мемориальную антологию, которую рассказы писали практически все ведущие писатели-фантасты после смерти Айзека Азимова. Вот, и, возможно, он еще и напишет такой рассказ. In Russia. Встретятся они, скорее всего, в России. Гарри
Гарри, собираетесь ли вы продолжать серию «Стальная крыса»? Сколько книг у вас на сегодня в этой серии? Это первый вопрос. The first question is, do you want to go on with the creation of the characters of the themes you read? And how many books are there in the series? It started as a short story and became a novel. And I never planned a series, but every 2 or 3 years I have an idea. And I write a famous Surratt book. And there are now 9. Вы знаете, честно говоря, я никогда не думала ни о каких серийных книгах. Сначала я написала рассказ, потом он превратился в роман, и потом каждые 2-3 года у меня возникают новые мысли, и мне почему-то хочется их, так сказать, записать. Вот таким образом их уже теперь 9. Маленькая поправка, потому что 9 романов, плюс книга-игра, ты можешь быть «Стальной крысой», плюс рассказ, который входит в тот же том, где 8-я «Стальная крыса». I have a title but no book yet. If and when I write number 10, it will be called The Stainless Surratt Joins the Circus. То есть пока романа нету, но есть идея, то есть как бы, ну, условно это можно перевести «Стальная крыса поступает в цирк». Если она будет осуществить вообще. The second question is, what is the reason for writing перемен, что такое перемен? Каких тут universe? What was the reason? То есть вопрос такой, что послужило причиной к написанию «Плененной вселенной»? It's very simple. Every science fiction writer has a generation ship story in him. That is a ship that leaves the world and goes to a star over many, many generations. And Robert Heinlein wrote the definitive one. And no one would do it. But then years later, everyone started writing these books. And the thing is that the voyage always fails. There's some comedy reason, biological reason, technical reason. And I want to write a story where the generation ship wins, where it gets through. I was living in Mexico. I saw that they were in little couple of sequels, small towns in the hills where you can't drive, no car, you walk in, walk out. Well, Indians, the Mexicans, didn't know about the big world outside. They can live out. They only left that valley to buy tequila and the cherries, and that's all they knew. I can see we can recreate an Aztec world in a ship and go there in a ship. That's basically the idea. Ну, то есть здесь тоже довольно долгая история. Как Гарри сказал, у каждого серьезного писателя обязательно есть либо рассказ, либо роман, в котором фигурирует то, что они называют generation ship, то есть корабль, который отправляется к звездам, где многие-многие поколения, так сказать, сменяют друг друга и в конечном итоге достигают цели. И, как правило, в большинстве случаев, по крайней мере, на момент написания, тогда, как правило, эта идея заканчивалась всегда катастрофой и неудачей. Вот. Ему захотелось написать историю, которая закончилась бы удачно, когда это generation ship, когда он выигрывает, когда он побеждает и достигает цели. Вот. А как бы вот антураж сложился, в то время они как раз жили в Мексике, вот, довольно такие дикие места с маленькими, даже не городишками, а деревушками, которым даже нету дорог, туда невозможно подъехать, туда можно ходить только пешком. И эти потомки, ну, собственно, индейцы, потомки индейцев, они живут там годами, поколениями. Они, единственное, что они делают, они, может быть, спускаются по тропинке там за текилой, а потом весь день рубят эти мачете, свои тростники, и вот так вот поколение даже не подозревают о существовании окружающего мира. Им там прекрасно живет, и они прекрасно продолжают, как бы, род, и вот, ну, как бы вот это стало вот основой романа. And in addition, it's a very religious novel, think about it, because the Aztecs have a religion. It's all from the Aztec, Coatzacoalcos, the god with many arms, the goddess. But this religion works, it's a goddess who comes down and tears their hearts out. And the whole thing is run by the equivalent of monks and nuns who are very happy to be in charge of everything. That's why it succeeds. It can go on forever. People, the Aztecs don't know anything about what's going on. It's religion really works. The people in charge of the religious order is happy to run everything's life, just like Stalin. В каком-то смысле, Гарри говорит, это даже религиозно-философский роман, и опять же идея пришла оттуда же, вот основы, латино-американских, индийских религий, ацтекских. Вот, то есть, когда люди полностью довольны своим существованием, те, кто стоит во главе этого религиозного ордена, тоже полностью довольны тем,
тем, как сложились вещи. В общем, то есть все довольны, никто не знает о существовании окружающего мира, и в каком-то смысле, Гарри сказал, это напоминает ту систему, которая существовала у нас при Сталине. Еще один вопрос, это будет последний. Кто является прообразом главного героя из «Мира смерти»? It's an imaginary hero. One thing about science fiction is a thing called backfly. Backfly, I will explain numerous ways. If you know the end of the story, you know the end of the book, you disguise from the reader that you know, but you do. All the characters in the book are built in to finish that book where you want that story ends. То есть вот эта вещь писалась, как он, как Гарри, может быть, на русский надо перевести этот термин как обратное планирование, когда он заранее знал, чем кончится сюжет. Вот. И, в общем-то, все написание сводилось к тому, что ему нужно было создать, вести героев, которые приведут именно к тому окончанию сюжета, которого ему хотелось. The idea of the book, the plot behind it, was the fact that we all know about Superman. And Supermen do not exist. The Germans tried to make the Ubermensch Superman. Superman comics are all a funny thing. But if there was a physical Superman, would be so busy being physical, he had no brains and no intelligence at all. So I had the world of Superman being pressed, and according to character was the opposite. Intellectual, gambler, the opposite types of the people there to play up against the Superman. Так, ну, во-первых, еще Саша немножко не сказал, что на самом деле вопрос такой, был ли герой прототип? Это вымышленный персонаж. Второй момент. Мы очень часто говорим о суперменах. На самом деле, конечно, он суперменом совершенно не является. Супермен или фашисты изобрели термин «Übermensch», то же самое практически переводится тоже супермен. На самом деле, если вы столько времени тратите, накачивая ваши мышцы, то у вас совершенно не остается времени, чтобы здесь что-то было. И поэтому тут уже никакого интеллекта, в общем, в основном и не пахнет. То есть он создал, как бы, совершенно создал персонаж определенный, да, который будет сражаться с тупоголовыми такими У вас есть мечта, мистер Гаррисон? Do you have any dreams, Mr. Harrison? Or just one? Yes, I write mountain books. That takes care of that. Я много пишу книг, и я вообще об этом очень забочусь. Есть предложение, если вы хотите автографы, тогда давайте заканчивать с вопросами. Don't rush. Нет, ты стоять не Секунду, пожалуйста, есть традиция, Гарри первым автограф должен поставить на стене. All the major science fiction writers, special places for you. Right here. Ребята, они очень устали, очень. У них была очень большая программа, вы поаккуратнее, потише, ладно? И правда, они на самом деле живут. Он в Москве будет еще завтра, и потом вернется на майский праздник. Все там на 9 мая. Питер едет. А вы не знаете, насчет пригласить передачу, это нужно с Александром разговаривать, потому что он его литературный агент, он понимаете, только культурный проект. Как мы с тобой не пожалуйста. На майке? Пожалуйста.